По итогам продаж последних лет в Европе доля автомобилей на электротяге неуклонно приближается к 50%. Насколько хороши подзаряжаемые гибриды и в чем их принципиальное отличие от обычных и мягких? Автопроизводители заявляют о среднем расходе топлива 1 литр на 100 километров. А так ли это на самом деле? Почему запускается топливный двигатель при полном аккумуляторе? Особенности эксплуатации в зимний период. Инфраструктура и рентабельность общественных электрозарядок. Сегодня большинство ПХЭВ-гибридов от разных производителей конструктивно похожи друг на друга. Попробуем разобраться в тонкостях расхода энергии, основанных на личных наблюдениях в течение 2 лет. Знакомимся ближе. Плагин-гибрид в кузове 2020 года. Можно просто Нюра. При заряженной батарее и полном баке емкостью 45 литров автономность хода составляет около 900 километров. 105-сильный бензиновый двигатель GDI 1.6 в совокупности с 45-киловаттным двигателем достигает гибридной мощности 165 лошадей. Через разъем Type 2 мощностью 22 киловатта и напряжением 12 вольт время зарядки около 3,5 часов. Для подключения к бытовой электросети используется адаптер. Дальность электрохода Нюры на литий-полимерной батарейке емкостью 8,9 кВт-час рассчитана на расстояние чуть более 50 км. Это значительно дальше, чем на простых гибридах, где насыщение батареи средней емкостью 1,5 кВт происходит в процессе движения, торможения и генерации энергии от ДВС. На электротяге можно проехать несколько километров экономно при движении в городской среде, но средние расходы топлива близки к дизельным малолитражкам. Ну а в мягких гибридах электродвигатель используется как вспомогательный для топливного, что позволяет экономить около 10% топлива. Покупка первого плагин-гибрида – это шаг в неизвестность. Доверяешь авторежиму и климат-контролю в зимнее время, на 3000 пробега получаешь средний расход 4 литра. Приходом весны надеешься ездить только на электродвигателе, а ДВС запускается произвольно для прогрева салона до 21 градуса, когда на улице плюс 10. Ситуация меняется лишь тогда, когда переходишь на ручные настройки, выставляя электрорежим, выключаешь печку и меняешь стиль вождения. Таким образом, залив в бак 15 литров топлива в мае, заглядываешь в журнал расхода в конце октября и видишь средний расход близкий к нулю. В строках экономии отмечен каждый запуск топливного двигателя с момента последней заправки. Разумеется, низкий расход энергии Нюры напрямую зависит от плюсовых температур. С наступлением ноябрьской свежести понимаешь, что для минимальных расходов в зимний период плагин-гибриду нужен обогрев. Теплый гараж, либо отапливаемая парковка, которая находится удаленно. Обошлись проверенным для Северной Европы способом. Это установка подогрева двигателя и печки салона от электросети, что позволяет вывести масла и жидкости под капотом из отрицательных температур и прогреть салон до плюсовой температуры с полным оттаиванием стекол. Для этого на парковках каждого жилищного хозяйства с конца 80-х годов установлены электростолбы со встроенным механическим таймером, которые сегодня легко трансформируются для зарядки автомобилей. В нашем случае был установлен цифровой бокс с возможностью переключения на 2-часовой прогрев по таймеру и для зарядки бесперебойной подачи электричества. Безлимитная стоимость опции до 1 марта 2023 года была 40 евро в месяц. Затем цена выросла до 59.
Это не пугает, поскольку на прежний бензиновый Kia Ceed при старых ценах на топливо на заправку ежемесячно улетало порядка 200 евро. На маршруте дом, работа, город, пригород. Основной расход топливной машины, конечно, в городе, но она хороша на трассе. С электрокарами все наоборот. Ну а плагин – это симбиоз достоинств. В поездках протяженностью дальше 1000 километров Нюра идет в режиме обычного гибрида и потребляет около 4 литров. Что по рентабельности не уступает электрокару на удаленке, но не привязывает к зарядным станциям частных фирм, которых великое множество в каждой стране. Освобождает от установки в телефон различных приложений и подключения банковской карты для оплаты, а также значительно экономит ваше время в путешествии. Зимний сезон 2023 года стал рекордным по экономии топлива. Благодаря средним температурам плюс-минус 5 и парковочному обогреву можно уверенно ездить на электрорежиме с редким использованием салонной печки на минималках. Таким образом, средний расход не превышал и литра. И все это не назло, а вопреки пророчеству. Мерзни, мерзни, волчий хвост.